Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Многим кажется, что лучше не думать о жестокости этого мира. Мы убеждены, что у нас всегда должны быть только приятные мысли в голове, созвучные позитивной волне. Но это мешает нам увидеть и принять реалии самой жизни. Давайте поговорим о тех реалиях, которые являются частью нашей жизни. Молодость не вечна. Понятие «молодость» очень относительно. Наши тела, хотя и медленно, но стареют. И мы должны помнить о старости, хотя средства массовой информации ослепляют нас фотографиями женщин, которые в 60 лет выглядят на 40. Помня о том, что старость не за горами, мы в полной мере должны полюбить заботу о себе и своем здоровье. Надо постоянно учиться. С возрастом наши когнитивные способности ослабевают, память и мышление ухудшаются, и мы должны воспринимать этот факт как должное. Но ученые отмечают, что постоянные упражнения помогают поддерживать память в форме. Решайте логические задачи, читайте, пишите, запоминайте стихи и тексты, изучайте новый язык. Любая форма обучения идеально подходит для поддержания работы мозга. Алкоголь действительно вреден. Риск для здоровья возрастает даже при минимальном употреблении алкоголя, а фактический ущерб от увеличения количества потребляемого алкоголя стирает все возможные преимущества определенных алкогольных напитков, даже красного сухого вина, которое часто называют источником здоровья. Брак не обязателен. Первоначально люди вели совместную жизнь, потому что это увеличивало их шансы на выживание. Позже, следуя традициям или религии. Кроме того, идеи об ужасной одинокой старости у тех, кто не женился или не имел детей, глубоко укоренились в обществе. Теперь человек может жить один. Нет ничего страшного в том, чтобы не связывать свою жизнь ни с кем, если ваша родственная душа так и не была найдена. Выбор ограничен. Тренеры часто говорят, что все возможности в наших руках, но так ли это? Конечно, есть много профессий, но не все из них доступны каждому, и не у всех достаточно навыков для определенной профессии. Вы можете постоянно искать новую работу в новой сфере, но иногда стоит выбрать подходящий именно вам вариант, хотя и не идеальный. Потому что в противном случае вы можете стать вечным учеником, который знает немного обо всем и в то же время не знает ничего глубоко. Мир меняется быстрее, чем мы думаем. Сегодня мир меняется в 10 раз быстрее, чем раньше. Совершенствуются не только технологии, но и само общество. Мы успешно боремся со старыми стереотипами и приобретаем новые убеждения. Меняется и основа нашей работы, профессии, рабочие места и способы ее выполнения. Нужно признать это и попытаться быть в курсе этих изменений или, в противном случае, можно остаться на обочине жизни. Твое будущее – твоя проблема. Человек на пике своей молодости мало задумывается о том, что будет потом, и в нашем обществе всегда существует убеждение – я уйду на пенсию, и мои дети помогут мне. Но на самом деле никто не позаботится о нашей старости лучше, чем мы сами. Если кто-то поможет нам на этапе выхода на пенсию, это будет здорово. Но вы не должны заранее рассчитывать на такую поддержку. Подготовка к пенсионному возрасту должна быть сделана заранее. Внешний вид имеет значение. Хотя мы утверждаем, что главное – это внутренний мир, красивые люди выглядят более здоровыми и притягательными. Их слова, как правило, имеют большую ценность, и в конечном итоге они более успешны. Поэтому имеет смысл вкладывать средства во внешность. И если вам не повезло получить дар природы в виде красоты, то это должно быть компенсировано хорошим уходом за собой, обаянием и интеллектом. Всегда есть кто-то лучше и моложе.
Независимо от того, чего мы достигли в жизни, всегда будет кто-то, кто также хорош в своих силах и даже лучше. И будет еще один, который оказался лучше, чем и этот чемпион. Нельзя и не нужно конкурировать со всем миром. Единственный человек, которого ты должна преодолеть сегодня, это ты вчерашняя. Мы можем устать. Телевизионные экраны транслируют идеальный образ современной женщины, которой удается перед походом в офис сходить в спортзал и после напряженного дня посвящать свое время семье и детям. На самом деле мы не идеальны, и мы можем устать, проснуться поздно и даже быть ленивыми. Возможно, не очень приятно думать о себе в таком ключе, но если вы осознаете необходимость отдохнуть и расслабиться, вы не будете испытывать угрызения совести каждый раз, когда делаете небольшой перерыв. Есть вещи, которые разрушают женственность вашей жизни, мешают быть женщиной в полной мере. Мужские обязанности. Закручивание гаек, перестановка мебели, управление предприятием, командование ротой, зарабатывание на семью, кредиты, ипотеки – это мужские обязанности, и женщина в них не участвует. Привязанность к результату. Не надо ставить мужчине условий. Умная женщина может довольствоваться тем, что имеет, но всегда будет рада, если мужчина потратится на нее. Работа, не приносящая удовольствия. Если женщине она не нравится, если она через силу встает утром и идет туда, значит, эта работа не для нее. Переизбыток общения вовне. Женский пол очень зависит от окружения. Мужчина совершенствуется, преодолевая препятствия, а вот женщине не надо выходить за рамки комфорта. Одна из ошибок – заниматься тем, что ей не нравится. Отсутствие украшений. В женской сути заложено привлекать к себе внимание украшениями. Главное – соблюдать меру. Обязанность мужчины – дарить украшения, неважно, бриллианты это или бижутерия. Возможности у всех разные. Невнимание к собственному телу. Махнуть на себя рукой – не лучшая идея. Постоянные физические нагрузки и косметические процедуры должны быть в вашем расписании. Суета. Суетясь, женщина взваливает на себя непомерные нагрузки. Суета и удовлетворение – несовместимые вещи. Отсутствие творчества. У каждой из нас должен быть свой мир, где мы можем проявить себя. Цветы, дизайн интерьера и прочее. У женщины должен быть кусок вселенной, где она будет проявляться творчески. Занятие для души, приносящее моральное удовлетворение, необходимо. Не жалей на него времени. Отсутствие женской нагрузки. И это отнюдь не быт. У женщины должны быть женские виды нагрузок. Йога, танцы или другие практики. Конфликты. Женщина не должна участвовать в конфликтах. Особенно это касается общения с мужчинами. От этого она становится грубее. Эмоциональный застой. Полный запрет на рефлексию, нежелание общаться. Постарайся найти человека, с которым сможешь проявлять любые эмоции. Независимость. Такие качества, как самостоятельность, сила, упорство в достижении своих целей, жесткий контроль, чисто мужские. Попытка руководить. Женщина рождена вдохновлять, а не командовать. Она направляет, а мужчина руководит. Гордыня. Тот случай, когда даме не хочется просить и унижаться. Неправильно выраженный гнев. Гнев порождается обидой, осуждением, сквернословием. Поэтому контролировать чувства надо не в тот момент, когда уже появилась привязанность, а в самом начале. Мужские виды спорта и отдых. К примеру, борьба, футбол и рыбалка совсем не женственные занятия. Жалобы. Женщина не жалуется, она проговаривает то, что она чувствует. Нам нужно расслабляться и порой проводить время, занимаясь всякой женской ерундой.
В заключение хочется пожелать всем женщинам быть всегда очаровательными и женственными, несмотря на жестокие реалии жизни. С нетерпением жду ваших комментариев по этой теме. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!